Нижегородские полицейские нашли новые доказательства преступления авторитетного вора в законе Камо Сафаряна по кличке Камо Горьковский. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. Противоправная деятельность Камо Сафаряна, зарегистрированного в Нижнем Новгороде, была задокументирована сотрудниками Управления уголовного розыска совместно с Нижегородским УФСБ 22 ноября. Были обнаружены факты, подтверждающие его высшее положение в преступной иерархии. Возбуждено уголовное дело по соответствующей статье, поделился источник, не раскрывая подробностей. Камо Сафарян считается самым разыскиваемым вором в законе. Он был объявлен в международный розыск в 2017 году, и вот уже 4 года его не могут поймать. Камо Сафарян родился в 1961 году в Грузии, в 1979 году получил первый тюремный срок за карманную кражу. Затем было еще 2 тюремных срока на родине, после чего, уже в 90-е, он перебрался в Москву, где занимался разрешением конфликтов в криминальной среде. В 1994 году, из-за обострения отношений с местными группировками, был вынужден бежать в Нижний Новгород, где стал крышевать торговцев на центральном рынке. Спустя год его арестовали за незаконное хранение оружия и осудили на 3 года. В нулевые он какое-то время жил в Крыму, но был пойман с наркотиками, и его депортировали. Одно из самых громких задержаний Камо произошло летом 2009 года. Тогда криминального авторитета взяли в столичном ресторане «Пахлава». Известный вор в законе Камо Сафарян, имеющий обширные криминальные связи на всем пространстве бывшего Советского Союза и прилетевший днем ранее в Москву из Бразилии, был арестован в ресторане на улице Летчика Бабушкина, в районе Северная Медведково. Сафарян находился в состоянии наркотического опьянения, при личном досмотре у него было изъято 11 граммов гашиша, рассказали тогда журналистам в столичном угрозыске. Вскоре состоялся суд, и Камо отправился на 8 месяцев в колонию поселения. В 2013 году Камо Горьковский вновь был задержан с наркотиками в одном из ресторанов Москвы, за что был осужден на 1 год. После освобождения он осел в Крыму, но весной 2015 года был задержан в ходе спецоперации в Ялте вместе с 2 другими ворами в законе, Гелани Седым и Кахой Тбилисским. При обыске в ялтинской квартире Камо нашли оружие, из-за чего впоследствии его осудили на 1,5 года. Всего Камо Сафарян имеет 7 судимостей, срок заключения по которым в общей сложности составляет более 15 лет. Преступник был коронован в 1982 году в возрасте 20 лет. В последний раз имя Камо Горьковского всплыло в криминальной хронике в 2019 году. Его объявили в розыск по подозрению в совершении тяжкого преступления в отношении несовершеннолетнего на территории Крыма.